Реальная жизнь реальных людей. В детстве мы верили, что однажды станем звездами, супергероями, миллионерами, крутыми, успешными и все такое. Но реальная взрослая жизнь совсем не та, что показывают в фильмах, хвастаются в социальных сетях, демонстрируют на YouTube, пишут в книгах и журналах. Привет! На связи Фанинариум Медиа. Хочешь видосики на подобные или другие интересные темы? Давай дружить, а для этого подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы не упустить ничего нового. Включая телевизор или смотря очередного блогера, мы видим яркий пример идеального мира с историями о нереальном успехе и роскошной жизни. Это как видео с Патриков, где каждый прохожий зарабатывает по миллиону в минуту, захлебываясь в рассказах о собственной значимости. Но современный мир выглядит, мягко говоря, немного иначе, чем нам привыкли показывать. Мы все обычные люди из разных городов, спальных районов, с заурядной работой и рядовой жизнью. Такие, как мы, все 99% населения страны, да и планеты тоже. Давайте поговорим об этой настоящей жизни большинства людей, а также о том, как не стоит бежать за ложными ценностями. Что нам показывают по телевизору и интернету? Ты не находишь, что современные СМИ совсем не отражают реальной жизни? Вот что, если сочиться со всех щелей, так это истории так называемых успешных или известных людей. Любые программы по телевизору или видео в интернете расскажут очередную сказку о красивой жизни. Вещают с экранов и учат жизни пижонские типы, тратящие родительские бабки или поднявшиеся на сомнительном хайпе, но ни дня не работавшие в жизни. Все эти мажоры, жулики, инфо-цыгане, содержанки и прочие сомнительные личности принялись учить жизни всех остальных. Мы слышим истории людей в солнечных очках на полтабла, которые плачутся, излагая надуманные проблемы, ноют из-за сломанного ногтя, жалуются на недостаточно большие караты в украшении, скорбят об упущенной последней модели платья или плохом сезоне на Бали. Они соревнуются в количестве лейблов на шмотках, цене котлов, дороговизне спорткара и толщине пачки банкнот, полируя свое тщеславие. Затем они садятся в свою тачку, спеша на встречу с личным психологом, чтобы пожаловаться на ретроградный Меркурий, детские травмы из-за неправильного воспитания и прочую чушь. Но разве это срез общества? Это скорее цирк с конями, когда реальная жизнь большинства людей совсем другая. Потерянное поколение или реальная жизнь реальных людей. На наш взгляд, 98% населения страны можно назвать потерянным поколением, про которое не любят говорить, а ведь мы есть. Мы выросли в небольших поселках, деревнях и в рабочих спальных районах городов. Мы обычные пацаны и девчонки, в чем-то немного социально неблагополучные. Мы выросли в условиях, где нет ничего. Ни возможностей, ни перспектив, ни надежд, ни светлого будущего. Наша жизнь, если и кино, то в жанре документальной драмы. Нас не отправляли учиться в Лондон, мы не носим брендовые шмотки из дорогих бутиков, не гоняем на своих яхтах, не учимся в респектабельных вузах. Наши родители не миллиардеры, а самые заурядные люди, в сумку которых мы лезли детьми, чтобы найти там что-то вкусненькое, когда они приходили с работы. Так кто же мы такие? Мы – потерянное поколение простых людей, у которых обычная жизнь, обычная работа и обычное существование. Мы живем в своем мире, где есть борьба за выживание, правда, с переменным успехом. Мы все время в движении, спешим на работу, подсознательно предпочитаем продукты по акции, ищем, где сэкономить, пытаемся найти подработки, копим на небольшие квартиры, радуемся чему-то своему, небольшому. У нас другая жизнь, и мы не жертвы. Но эта история не про сравнение или попытку пожаловаться. Мы все не жертвы, просто люди с иным образом мышления жизни. У нас другие цели, другие желания и другие радости. Нас не прельщают лимузины, шикарные клубы, гламурные пати и стразы на одежде. Мы отдыхаем не на островах, а дома или на даче, и свидания назначаем на крыше или на берегу реки, а не в шикарных ресторанах. Мы обычные люди и совсем другие. У нас своя жизнь с набором побед и поражений. И настоящая дружба у нас есть, а не ее синоним выгода или за деньги да. Любовь и настоящие чувства у нас тоже есть, а не купленные силиконовые заменители. У нас есть близкие, родные, в чем мы находим смысл и гордость. У нас есть любимые увлечения и недорогие хобби. А что еще надо для счастья?
Все обычные люди немного дауншифтеры, которые решили обменять навязанные обществом цели на спокойствие, размеренность и простоту. Простая жизнь парней и девушек с окраин. Пора принять факт того, что мы все обычные люди, и не пытаться гоняться за красивой картинкой социальных сетей, к которой нас принуждают реклама, блогеры, телевидение. Таких, как ты, все 99% людей вокруг. Пора осознать, что главное в жизни – это не наша работа, не количество денег в банке, не машина в гараже. Человек – это что-то большее, чем только материальное. Работать на износ, чтобы потом когда-то в будущем жить идеальной жизнью на пенсии? Нет смысла. Лучше сейчас найти свое достаточно, когда ты счастлив и ценишь имеющееся, а не страдаешь из-за того, чего у тебя нет. Итальянская пословица гласит: когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку. Стоит ли тратить жизнь, время, силы, здоровье, чтобы не заметить ничего вокруг, а просто пробежаться по жизни? Никто в старости не жалел, что мало работал, но часто жалели о том, что мало времени делали то, что хотели. Достаточно ли проводим время с близкими? Достаточно ли отдыхаем? Достаточно ли занимаемся любимыми хобби и увлечениями? Когда в последний раз вы гуляли в парке? Ездили на природу или просто отдыхали? Когда читали книгу или размышляли о чем-то важном для вас? В конце концов, каждый из нас ищет обычного покоя, умиротворения и гармонии в этой жизни, а не суеты и вечной гонки за ускользающей морковкой. Счастье кроется в обычной жизни, радости человеческого общения, приятных, простых моментах. Жизнь довольно коротка, а мы так мало радуемся ей. Что думаешь об этом? Поделись этим в комментариях и расскажи о своем опыте. Подписывайся на Фоненариум Медиа, жми на колокольчик и ставь лайк. До скорой встречи!